Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим невесомые домашние булочки с вкуснейшей маковой начинкой и изюмом. Выглядят они потрясающе, но какие они на вкус, вы должны попробовать, потому что это одни из моих любимых булочек, которые, во-первых, готовятся очень просто, а получаются просто наивкуснейшими. В описании под видео указано количество ингредиентов. В первую очередь подготовлю изюм, заливаю его кипятком и оставляю на 15-20 минут, чтобы он набух. Затем я его откинула на сито, выкладываю на полотенце, промакиваю бумажными салфетками. И посыпаю мукой. Отставляю в сторонку, буду замешивать тесто. В миску наливаю теплое молоко, добавляю сахар, перемешиваю. И сюда же сухие дрожжи. Можно использовать и живые, только в пересчете. Хорошо перемешиваю и оставляю на 15-20 минут. Если вы уверены в качестве дрожжей, можно этот этап пропустить. Затем добавляю соль, ванильный сахар и яйца. Все взбалтываю. И теперь частями постепенно буду вводить муку и замешивать тесто. Я готовлю большую порцию булочек на большую семью. Если вам покажется, что это много, то просто разделите все количество продуктов пополам. Замешиваю тесто вначале, как всегда, венчиком, затем уже, когда становится трудно вымешивать, делаю это прямо в миске руками. Напоминаю, что мука разная и каждый раз уходит разное количество, поэтому сразу все не добавляйте. Затем в два этапа я ввожу в тесто мягкое сливочное масло, его заранее нужно достать из холодильника. При добавлении всей муки тесто будет тугое, но как только станем добавлять масло, оно будет мягким и более эластичным. Если сильно тесто прилипает к рукам, добавляю еще немного муки. Точное количество продуктов я укажу в описании под видео, но все же количество муки может отличаться. Тесто хорошо вымешиваю, вот такое вот оно мягенькое, не прилипающее к рукам. И теперь уже можно добавлять сюда изюм. Я высыпаю весь изюм и вмешиваю в тесто. Тесто готово, кладу его в миску, накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место для расстойки. Тесто очень сдобное, поэтому может уйти на это больше часа. Пока приготовлю маковую начинку. Я его промыла, залила холодной водой, довожу до кипения и провариваю 15 минут под закрытой крышкой. Затем, когда уже выпарилась вся вода, оставляю под закрытой крышкой еще постоять минут 15. После чего откидываю на сито, так, чтобы ушла вся лишняя жидкость. И обязательно пробиваю погружным блендером. Так из мака выделится молочко и начинка будет наиболее вкусная и будет очень хорошо пахнуть. И только потом я уже добавляю сахар. По желанию можно добавить ванильный сахар и все хорошо перемешиваю. Начинка готова. Тесто у меня хорошо подошло, на это ушло у меня 1 час и 20 минут. Я его обминаю, формирую снова шарик, накрываю миской и оставляю минут на 15 отдохнуть, после чего уже можно с ним работать. Делю его на две части. Одну часть убираю пока под пищевую пленку, а вторую часть раскатываю в прямоугольник. Толщина теста должна быть не более 5 мм. Важно сформировать именно прямоугольник, тогда легче будет формовать булочки. Выкладываю половину маковой начинки, остальную половину я оставляю для второй части теста. И всю начинку распределяю ровным слоем по всему прямоугольнику. Вы можете и не готовить маковую начинку, тесто универсальное, можно готовить с любыми другими начинками, это уже на ваш вкус. Затем складываю тесто от краев в середину, немножко вот так вот подтягиваю, чтобы оно приобрело более ровный вид. И затем еще можно прокатать скалкой, чтобы тесто склеилось между собой и распределилась маковая начинка. Получается вот такой вот прямоугольник. И затем я делю его на полоски шириной приблизительно 4 сантиметра.
Каждую полоску теста немного растягиваю в стороны, скручиваю жгутиком и соединяю края, подгибаю вниз. Получается вот такая красивая завитушка. Для меня это одна из любимых формовок булочек, потому что, во-первых, это очень просто, а во-вторых, булочки выглядят очень красиво и эффектно, особенно с темной начинкой. Хотя, опять же, повторюсь, что вы можете выпекать эти булочки абсолютно с любой начинкой, например, с каким-то джемом, либо с ореховой начинкой, перетереть, перемолоть орехи с сахаром, либо просто даже с корицей. Корицу соединить с сахаром, и тоже будет очень вкусно и красиво смотреться. Ну, в моем вот случае маковая начинка, то это еще более контрастно. Формуются булочки очень просто, получается их много. Я их складываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, и накрываю пищевой пленкой, оставляю еще на 20 минут для расстойки. Когда булочки хорошо подошли, смазываю их желтком, для того, чтобы была еще более красивая, глянцевая, золотистая поверхность у них. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Булочки выпекаются 15-20 минут до золотистой корочки. Как только у меня готова новая партия, я их снимаю с противня, оставляю остыть на решетке, формирую булочки со второй части теста и точно так же выпекаю. Они просто невесомые и очень вкусные. Обязательно, друзья, рекомендую вам попробовать. Надеюсь, видео было полезным. Если так, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. А также делитесь с друзьями. Всем мира и добра!